Уважаемые друзья, приветствую вас на этом раскладе. Здесь две колоды Таро, и мы посмотрим разговор с вашим мужчиной. Что он хочет вам сказать сегодня? Дно колоды – это колода 78 дверей. Вернее, нет, это колода колесо года, извините, вот 78 дверей. Что мужчина хочет вам сказать сегодня? Разговор с ним получится, потому что десятка пентаклей – это карта очень успешной пары. Пары, у которой все хорошо на колесе года. Такое было дно колоды. Итак, разговор с вашим мужчиной. Можно себе его представить как наяву. Его запах, его глаза, его ауру, его энергетику. Давайте здесь посмотрим. Здесь у нас шут. Дно колоды, карта шут. А это то, что он открыт к разговору с вами. Так что расклад получится очень хороший, очень важный для вас. Вы знаете, расклад всегда важный для вас, если вы задаете свои вопросы моим картам. Нужно задать вопросы своими словами, да? Не слушайте того, который говорит вам, что «Ой, я сейчас переформулирую ваш вопрос». Нужно, чтобы карты услышали именно вашу энергетику, ваши слова. Они всегда правильные. Нет неправильных вопросов к картам. Вообще нет неправильных вопросов к жизни. Как вы себя чувствуете на данный момент? Вот такие ваши вопросы самые правильные. Задайте своему мужчине вопросы моим картам, и они вам обязательно ответят, потому что каждый человек, кто меня смотрит, каждая моя подружка любимая или мужчина даже, услышит все субъективно. Каждое мое слово будет пониматься вами именно так, как вам нужно понять сейчас. То есть все очень субъективно, поэтому любая карта универсальная берется даже при заказанных раскладах, а я заказанные не делаю, или при таких общих. Я сейчас обратила внимание, что синий цвет очень красиво гармонирует 78 дверей, правда, с моим фоном. Ну вот, мы начнем с вами левый расклад и правый. Можно, конечно, выбрать левый или правый, если вы привыкли к гаданию онлайн, но я знаю, что один расклад всегда дополняет другой, и что-то из этого расклада будет для вас особенно резонировать и нужно услышать в данный момент. А что-то из этого. А что не резонирует, что не нужно вам, можно отбрасывать за ненадобностью. Так, кстати, работают по этому же принципу и заказанные расклады. Итак, подснимем, потому что для вас я делаю, не для себя. И мы посмотрим разговор с вашим мужчиной. Что он хочет вам сказать? Вот эти первые три карты скажут правду. И вот эти первые три карты скажут правду. А потом мы с вами будем добавлять карты, чтобы расклад получился особенно точный, понятный и очень продуктивный для вас. То есть с пользой для себя вы проведете здесь время. Так что оставайтесь. Итак, карта номер 1, карта номер 2 и карта номер 3. Вызвали его на откровенный разговор и спрашиваем у него, что он хочет сказать вам именно сейчас. Да? Что он хочет сказать именно сейчас. И эти три карты скажут вот что. Во-первых, что любит, потому что шестерка, вот эта карта шестерка, и эта карта влюбленные, она говорит, что он хочет с вами поднимать отношения на новый уровень. То есть, если вы еще не женаты, он хочет женитьбы. Если вы женаты и вы ссоритесь, он не хочет ссориться, он хочет только мириться, и чтобы у вас было взаимопонимание. Если вы только встречаетесь, он хочет более серьезно, глубоко с вами встречаться, или же даже начинать жить вместе. Карта влюбленная – это всегда, когда мужчина готов брать на себя ответственность и переносить отношения на новый уровень. Она соответствует религиозной теме, но религиозная тема только для примера. Когда сам Творец сказал Адаму и Еве, ну теперь вы уже знаете, познали плод познания, то есть поели из дерева познания, да, это яблоко, вот это и было дерево познания. Теперь вы умные, теперь вы имеете критический ум, теперь вы можете знать, что хорошо, что плохо, теперь вы имеете свободный выбор. А значит, теперь ваша жизнь выходит на новый уровень, когда вы берете на себя ответственность. Вот здесь религиозный такой пример, да, у Райдер-Уэйт-Смит. И все другие колоды – это реплика Райдер-Уэйт-Смит. Поэтому мы здесь видим, что мужчина хочет новый уровень, он хочет взять на себя ответственность. Он хочет, чтобы отношения были уже или узаконенные, или чтобы вы ему доверяли, или если был треугольник, или качели, что-то было еще, что мешало вашим отношениям. Это могут быть третьи лица, которые мешают отношениям, или же обстоятельства какие-то неблагоприятные с вашей стороны или с его стороны, может, с вашей семьи или с его семьи. Он хочет поставить жирную точку в тех других отношениях. Он хочет перевести
именно ваши отношения на новый уровень, потому что он вас любит. Вот такое значение этой карты. Теперь двойка пентаклей говорит, что ему нравится, что вы, может быть, дела делаете, может, у вас карьера идет, или вы хотите карьеры, ему это нравится. Не потому, что он хочет ваших денег, нет, совершенно нет, по этой карте не так. А потому что ему интересно, вообще интересно деньги зарабатывать, ему интересна женщина, у которой есть свой собственный интерес к этой жизни, которая хочет себя продвинуть, свои дела, чего-то добиться в жизни. Неважно в какой области, главное, чтобы был интерес жить. Пентакли в данном случае это не алчный заработок, как некоторые скажут. Пентакли в данном случае это интерес, чтобы жить, делать что-то нужное людям и за это получать хорошую оплату. А почему нет? Это честный бизнес. Честный бизнес – это очень хорошо и красиво, и приятно, и нужно для людей. Мало кто в наше время делает честный бизнес, к сожалению, да, потому что мы купим вещь, а она у нас сломалась на второй день. А мы хотим честный бизнес, мы хотим ту стиральную машину, которая будет работать годами, как и их раньше делали. Вот. И если вы и ваш мужчина делаете честный бизнес, вы будете очень богаты. Что он хочет сейчас от жизни? Он хочет быть богатым. И хочет, чтобы и вы были богаты, чтобы у вас был баланс с тем, что вы работаете, что вы укладываете в семью. То есть все было у вас замечательно и сбалансировано в жизни. Достаточно работы, ни много и ни мало. Достаточно любви, там, где не было разборок, эмоций, всякой вот этой глупости. Да? Он этого хочет. Он хочет баланса, вот чего он хочет. А если вы поссорились, он хочет мириться, он не хочет больше выяснения отношений. Он хочет баланса между вами. И еще вот эта карта девятка пентаклей тоже прекрасная. Это карта, когда урожай пожинается, когда в паре все хорошо, когда есть деньги, есть дела, есть прибыль. Потому что девятка пентаклей – это прибыль. Достаточно прибыли, чтобы быть счастливым. Я уже не раз говорила, товарно-денежные отношения, такие, каких запланировал сам Творец, это давая людям с любовью и получая вознаграждение с любовью. Это у нас все идет к этому на земле, потому что люди понимают, что нечестный бизнес не работает, да. Поэтому девятка пентаклей это на честный бизнес. Он хочет хорошо зарабатывать, ваш мужчина. Он очень этого хочет. И это он хочет делать для вас, чтобы с вами быть счастливым. Это очень хороший мужчина перед нами. Девочки, я хочу, перед тем, как буду делать правый расклад, но я еще здесь буду добавлять, конечно, карты, я хочу напомнить вам, что если вы смотрите на козла какого-то, да, который вам очень много испортил крови и жизни, и который высосал из вас все жизненные силы, или он алкоголик, или же он гуляка, ну зачем вы на него смотрите, что лишний раз потеребить эту рану, или признать лишний раз, что он подлец? Есть такие слушатели, которые смотрят и хотят или подтверждение, что он подлец, или подтверждение, что он уже не подлец. Вообще на подлецов я никогда не смотрю. Я спрашиваю у высших сил на моих раскладах, что для вас будет хорошо. Поэтому расклад может показать нового мужчину. И он у вас задерживается по той причине, что вы еще думаете о том, не хочу опять козел говорить, да? Вот. О том, кем вы до сих пор думаете, не нужно. Смотрите расклад с открытым умом, смотрите, что нового войдет в вашу жизнь, какой счастливый мужчина сделает вас счастливой. Но если он вот таким кажется, но на самом деле он не является им, и у него есть потенциал для роста, для улучшения характера, для улучшения отношений, потому что он еще вас любит. Вот этот расклад был для вас. И такой мужчина вас еще любит, и он любит с каждым днем все глубже. Это расклад показал. Девочки, с каждым из нас резонирует расклад по-своему, да. Так что прошу понимания, да. А теперь мы смотрим с левой, вернее, с правой, это с правой стороны. Карта номер 1. Вызовем его сейчас на откровенный разговор. Карта номер 2. И карта номер 3. Ну, смотрите, здесь королева жезлов вышла. Это вы, женщина, очень деловая. Ему нравится, кстати, ваша деловитость. Ему нравится, что вы всего добились своими руками, что вы не боитесь работы, что вы не боитесь перемен, что вы смелая и в делах, и в любви, что вы оптимистично, ему это нравится. Если вы в какие-то моменты бываете не оптимистичны, он расстраивается. Ему нравится, вы жизнеспособная. И вообще, действительно, силы дают тем людям, кто жизнеспособный. Так что жизнеспособность мы должны культивировать внутри. И эта карта королева жезлов для вас. Он действительно любит вас, эту жизненную силу. Смотрите, здесь женщина полная. Почему полная? Полнота чувств, полнота энергии, полнота любви. Неважно, какой у вас вес. Главное, как вы этот вес несете. С достоинством, с любовью. Да?
Или же наоборот, вы себя постоянно обвиняете. Не обвиняйте себя, потому что это первое, что вы должны знать, если вы хотели бы, постранить, например. Самое главное, себя не обвиняйте ни в чем. Что было, то было. Движемся дальше. Ну а вообще-то он любит вас в любом теле, в любом весе, в каком вы есть, он вас любит. Так что не нужно думать, что мужчине не нравится ваш вес. Нет, не нужно так думать. А он король пентаклей. Он мужчина деловой, зарабатывающий деньги для вас. Он думает здесь, он смотрит на свои доходы и думает, как я могу их повысить, как я могу улучшить свои доходы, чтобы моя любимая женщина жила счастливо, в достатке. Вот он об этом и думает. Чего он хочет в данный момент? Он хочет увеличить свои доходы, чтобы вы жили в достатке. Он не хочет больше видеть вас грустную. Он не хочет больше вас видеть обиженную на жизнь. Он не хочет вас больше видеть несчастную. Он хочет, чтобы вы были роскошная, цветущая женщина, у которой все есть. И здесь вот закрытые двери. Почему нам иногда не везет? Потому что мы сидим у закрытой двери и плачем, что она не открывается. Но дверь-то закрыта именно это. А зачем закрыта? Это тайна высших сил, это таинство. Может быть, эта дверь закрыта, потому что нам кажется только, что за этой дверью там роскошь, счастье, а за этой дверью наоборот. Для кого-то счастье, для кого нет. Чье-то несчастье, для кого-то счастье. Да? Поэтому вам только кажется, это иллюзия такая, что за этой дверью счастье, а у вас сейчас вот боль. А на самом деле у вас где-то в другом месте открыты двери счастья, но вы их не видите, вы закрыли глаза, и вы мечтаете, что вот эта именно дверь откроется. А эта дверь не должна открыться, Вселенная не хочет, чтобы вы туда шли, потому что там ничего хорошего не будет. Вам нужно идти в те двери, которые открываются для вас, потому что всегда Вселенная закрывает одну дверь, открывает другую. В это нужно поверить, по вере вашей будет вам дано. Поверить — это самое трудное, кстати. Так вот, этого он хочет благополучия, у него в делах, у него свои дела, или же он на предпринимателе работает, неважно. Он хочет, чтобы дела шли хорошо, и чтобы у вас была обеспеченная жизнь. Он любит вас баловать, он любит видеть вас роскошную, довольную жизнью. Он не хочет вас видеть вот такой. Может быть, у вас и были ссоры, потому что вот эта ситуация была, ситуация какая-то недосказанности, обид, может, вам причинили обиды другие люди. Вот чего он хочет. Я еще вернусь, прорезюмирую. Здесь он хочет баланса, как я уже сказала, между работой и любовью. И здесь он хочет переводить ваши отношения на новый уровень. И он хочет благополучия. Вообще виноград, он хочет вам сказать через этот расклад, что знаешь что, да, мы ссорились, у нас не получалось, но ведь тогда мы глубоко понимать начинали друг друга, потому что виноград, он понимает глубоко, где для него полезные ископаемые, да, чтобы сладкий виноград был. Это такая символика у винограда. Карта сама выскочила, как вы видели, сама перевернулась, выскочила, сделала такое сальто гимнастическое. Карты очень часто такое делают. И это означает, что карта очень хочет вам что-то сказать сейчас. Это семерка чаш, как принято понимать карту иллюзий, да, карта иллюзий. Но именно в колесе года у нас здесь интересно, что, смотрите, на иллюзиях можно строить даже свое счастье, потому что, знаете, для некоторых это может казаться иллюзией, такие розовые мечты, но если в них действительно поверить и действительно работать, вы можете эти иллюзии притворить в жизнь. Так что это очень оптимистичная карта. Она говорит о том, что да, может для других это иллюзии, ваши отношения, может они нереальные какие-то, может быть вы в разных странах живете, у вас разница в возрасте, или же у вас уже есть семьи у обоих, да. У каждого по-своему, девочки. Иногда так бывает, что мужчина не уходит из той семьи, в которой все очень плохо, и держит ту женщину заложницей, а для нее есть счастливый мужчина, который ее ожидает. Это часто так бывает. То есть, если в вашей семье есть любовь, страсть, есть взаимоуважение, продолжайте жить в семье. А если в вашей семье уже вот ничего нет, понимаете? Вы пошли в одном направлении, он в другом. Вы стали развиваться в одном направлении, а он в другом. Подумайте о том, что, ну ведь мы на этой земле мы в гостях, мы как в гостинице должны жить. Мы не должны думать, что все навеки вечное, да? Потому что навеки вечное это там, в вечной жизни. А здесь на земле мы имеем право управлять нашей жизнью. То есть, если у некоторых девочек, ну не у всех проиграется, конечно, но у некоторых, что пусть для других людей ваши отношения это полный абсурд, как у Аллы Пугачевой с Галкиной, но они счастливы очень. Вы понимаете, о чем я, да?
Для других это полный абсурд. Она бабушка ему. Она как бабушка ему. Но они счастливы. Вот в чем фишка. Так что не слушайте других людей, какое их мнение о вас, о ваших отношениях. Только ваше мнение ценное. Понимаете? Только ваше мнение ценное. Я беру еще одну карту. Ну, смотрите, это место силы, потому что он король пентаклей и там, и там. Вот если карты повторяются в двух колодах, это самое главное, что нужно вам знать. Но он, конечно, король пентаклей, он мужчина деловой хочет быть. Вот чего он хочет, да, разговор с ним, мы вызвали его на разговор и спрашиваем, чем он хочет. Но он хочет состояться как личность, состояться как профессионал, состояться как мужчина. Для чего? Для вас, посмотрите, именно для вас. Чего еще он хочет? Он хочет движухи, как говорят, да, сейчас по-русски есть такие выражения, которые я раньше не знала. Это карта The Chariot или же колесница. Он хочет движухи, он смелый человек, он хочет перемен, ему не хочется сидеть на месте, и он прав. Потому что сидеть на месте самое худшее, что можно сделать для себя. Вот никогда не нужно сидеть на месте. Чего он еще хочет от отношений с вами? Карта перевернутая, первая карта перевернутая вышла, да? Это шестерка чаш. Знаете, некоторые скажут, что это карта прошлого, но не всегда. Карты имеют универсальные, они имеют миллион значений, да. Перевернутая карта, именно если вы понимаете шестерку чаш как прошлое, он не хочет думать о прошлом и правильно делает. А если ее в прямом значении посмотреть вот так? Потому что любую перевернутую карту нужно тоже рассматривать в прямом движении. Карта именно не в значении, а в движении, поскольку она движется вперед, она дает вам активные советы. И здесь, понимаете, именно в этой колоде, кстати, она очень отличается от Rider-Waite, именно эта колода. Здесь может быть или зависть со стороны других людей, или же зависть самому себе из прошлого, что может между вами была романтика, может между вами было больше чувств, больше влюбленности. Но ведь он понимает, что, во-первых, в прошлое нет дороги, это первое. Второе, он понимает, что, понимаете, вот те феромоны всякие, как они называются, вот те такие бабочки любви, да, которые во время влюбленности возникают у людей, они же временные, они должны перейти в более глубокие чувства, которые у этого мужчины теперь к вам есть. И, может быть, вы ему напомнили о той влюбленности, о том конфетно-букетном периоде, когда и у вас, и у него летали бабочки в животе. Но это все не может сохраняться на всю жизнь. Это огромная редкость, наверное, 1 пара на миллион, что вот эти бабочки всю жизнь сохраняются. И то у людей такое бывает только из-за того, что у них психика так настроена, а не потому, что там мужчина правильный. Должны это знать. То есть он не хочет смотреть в прошлое. Чего он хочет? Он хочет дальше идти, он хочет новое впечатление от жизни получать с вами. Он не хочет думать о том, что было и прошло. То есть он хочет движения вперед по карте колесница. А сейчас мы будем смотреть на правом раскладе, чего он действительно хочет. Ваш мужчина, чего он хочет. Вот чего он хочет. Смотрите, чтобы вот эти двери, в которые вы стучитесь, которые не открываются, да, карта перевернутая, чтобы вы уже перестали в них стучаться, потому что карта перевернутая. Он хочет, чтобы вы перестали больше стучаться в эти двери, понимаете? Он хочет, чтобы вы уже поняли, что одни двери закрылись, другие откроются. И вот эти двери, золото внутри. Золото – это символ счастья. Новые счастливые двери для вас откроются. Он верит, что в вашей паре есть будущее. Вот во что он верит. Здесь 4 меча. Он хочет вот не идти, как знаете, не знаю куда. Он не хочет идти, не знаю куда. Он хочет идти в счастливое будущее. Он хочет иметь контроль над тем, что у него и у вас происходит в жизни. Он хочет иметь четкий контроль. И он правильно делает. Потому что он любит дисциплину, он любит контролировать свою жизнь. Перевернутая карта – это карта Иерофанта. Чего он хочет? Вы знаете, он не хочет вас учить больше жить, он не хочет быть таким наставником вам. Он знает, что вы мощная, мудрая, умная и без него. Он хочет иметь с вами такое идеальное партнерство, где никто никого не учит жить. Да, я вот так переверну эту карту, потому что карта Иерофант говорит именно, что он устал был училкой быть, он устал
Он устал от морали. Ему, наверное, мораль навязали. Вот если перевернутая, смотрите, такая она вышла, да? Навязали ему мораль в детстве, в юности. Так нужно, а так нельзя. А теперь он взрослый мужчина, он не хочет больше моралистов, он не хочет больше, знаете, мораль с эзотерикой ничего общего не имеет. Мораль есть в церкви, чтобы там, ну не убей, но это и так понятно, не убей. А кому такие нужны заветы не убей? Не убей, не укради. Ну и так понятно, нормальный человек не будет ни убивать, ни красть. Это даже уже есть исследование такое и в западноевропейских многих странах, таких как Голландия, Финляндия. Там людей, которые воруют, таких, ну, считают больными, и их лечат. Их не наказывают, а лечат. Потому что знают люди, что нормальный человек имеет вот этот внутренний закон божественный. Не убей, не укради, не возьми то, что принадлежит другому и так далее, да? Вот. Так что это все натуральные законы. Ему надоело от этой морали, ему надоело это все. Он знает сам, как жить. Может, мать им руководит и обучает его, как жить, да? Может быть. А он сам знает, что ему нужно. Вот эта карта, кстати, и есть 78 дверей, самая лучшая карта в колоде. Это карта восьмерка жезлов, я ее часто называю самой лучшей, потому что там по закону притяжения, у Райдер-Уэйт, все жезлы идут вот так по направлению к Земле. То есть все идет так, как нужно. Пока вы живете и кайфуете, жизнь улучшается. Вот такой девиз этой карты, да. Все нужные двери откроются. Не сидите возле двери, которая закрыта. Вот когда я говорила об алкашах, о плохих мужчинах, которые обижали вас в прошлом, не сидите под их дверью. Не ждите, пока они лучшими станут. Ищите новых мужчин. У вас в 8 раз больше шансов найти счастье, найти себе вот такого иерофанта. То есть мужчина, который знает, куда идет. Да. Вот какой хороший расклад, чего он хочет. Давайте еще будем смотреть на этой колоде, чего он хочет от жизни, от вас. А что ему больше всего у вас нравится? Давайте спросим, что ему больше всего у вас нравится. Перевернутая карта – это тройка меча. Кстати, тройка меча перевернутая лучше, чем прямая. Ну, прямая, она плохая карта. Прямая значит, что сердце обидели, сердце страдает. А перевернутая, все мечи по земному притяжению, и сердце выходит. Он хочет попросить прощения. Что ему больше вас нравится, что у вас доброе сердце, вы умеете прощать. Вот это ему больше всего вас нравится. То, что вы умеете прощать, понимаете? Он это в вас любит. Ой, смотрите, опять то же самое. И сами сальто сделали карты, причем здесь две очень хорошие карты. Подождите минутку, определюсь. Я в восторге от них, они все живые. Абсолютно. Они оживают, когда есть вопрошающий, то есть когда есть вы, кто смотрит. Смотрите, здесь шестерка пентаклей, это он хочет, что больше всего нравится в вас? Щедрость вашей души. Ему очень нравится щедрость вашей души. Ему нравится то, что вы умеете любить, что вы умеете дарить любовь, что вы умеете заботиться, что у вас, во-первых, очень умная, что вы тоже очень щедрая. А также ему очень нравится, что вы теплая, живая, любящая, сексуальная. Вот это очень хорошая карта. Сексуальная, умеющая любить. Это очень хорошая карта. И обратите внимание, здесь весна символизирует свежее чувство. У вас все время свежее чувство. Вы такая красивая, вы такая обаятельная, такая привлекательная. Ему очень нравится, вот эти все цвета вам подойдут, что на карте, да. Ему очень нравится ваша сексуальность. И в то же время ему очень нравится ваш щедрый характер. И что вы умеете прощать. Эти карты сами выскочили, вы видели, да? Здесь еще я оставлю место на совет, потому что я возьму еще эту колоду. Что ему у вас нравится больше всего, вот именно на момент просмотра. Возьмем вот, это первая карта. Перевернутая карта, это двойка. И обратите внимание, что на этой карте двойка пентаклей, да? На этой карте какое-то синхронное плавание. Если она перевернутая, она вообще напоминает у нас ощущение, ну, во-первых, это место силы, карта повторяется, двойка пентаклей здесь, двойка пентаклей здесь. Ему нравится вас вот что да, вы знаете, что нужно, чтобы жизнь вот между двумя было как синхронное плавание. Но
ему тоже нравится, что у вас есть вот это щедрое сердце, которое готово забыть вот эти imperfections, когда не всегда синхронное плавание. Иногда у человека плохое настроение, на работе испортили нервы, да. Ему нравится, что вы понимаете, что жизнь, вот она, ну это же, жизнь, прости, не море переплыть. Понимаете? Это даже труднее, чем море переплыть жизнь. Ему нравится, что вы имеете понимающее сердце. Вот что ему нравится в вас. Хотя больше всего его всегда обвораживает то, что вы тоже, как и он, стремитесь к балансу. Да, нужно стремиться к балансу, вот это нравится ему в вас, но идеального никогда не бывает. И баланс сегодня есть, завтра чуть-чуть что-то не так, но нужно уметь это все перевести на юмор, простить друг другу и так далее. Ему нравится ваше щедрое сердце, это точно. Что ему еще в вас нравится? Вы знаете что? Что вы никогда не сдаетесь. Это рыцарь, и это рыцарь меча. Вы прошли многое, вы прошли испытания жизненные. И ему очень нравится, что вы никогда не сдаетесь, что вы всегда готовы начинать с нового листа, что вы всегда готовы переступить через какие-то огорчения, переступить через обиды, что вы легко отходите, если вы ссоритесь. У вас такое сердце, которое легко прощает, ему это очень нравится. И что вы никогда не теряете надежду. Это ему нравится. Что еще ему нравится? Это туз жезлов. Вот эта карта, туз жезлов, да. Она говорит, что ему очень нравится то, что у вас всегда есть энергия на то, чтобы любить, ободрить человека, сделать хорошее, приятное другому. Что вы даже если устали, вы берете себя в руки и знаете, что рядом с вами любимые люди, и вы для них готовы на все. Это ему нравится, щедрость души. Потому что туз – это начало, а жезлы – это энергия. Что вы всегда пополняетесь энергией, и вы помогаете ему пополниться энергией. Ваш оптимизм, скорее всего, я бы сказала. Вот то, что ему нравится больше всего в вас. Теперь я буду брать совет слева и справа. Две карты на совет. Будем смотреть, что карты посоветуют вам, да? Итак, левый расклад. Вам именно тому человеку, кто смотрит. Какой дается совет относительно мужчины? Потому что мы здесь у него много чего спросили, а теперь совет вам. Вот эта карта будет карта совета. Давайте ее перевернем и посмотрим, что она означает для вас. Карта может многое означать. Карта перевернутая. Смотрите, совет, не напрягайтесь особенно. Вообще-то десятка жезлов – это очень хорошая карта. Это своя ноша, не тяжелая. Когда вы очень много вкладываете в отношениях, это совет не от мужчины, это совет от высших сил. Вы очень много вкладываетесь в отношения, вы делаете больше, намного больше для мужчины, чем он делает для вас, намного больше. И то, что вы делаете намного больше, с одной стороны, это ваше щедрое сердце, а с другой стороны, вы истощаете свою энергетику. И высшие силы говорят, что распределяй свою энергию. Вообще всегда отношения – это взять и дать. И примерно процентом отношений идеально 50 на 50. Но вы вкладываетесь на все 100. И здесь, потому что карта перевернутая, говорит истощение и обиды на мужчину происходят от того, что вы знаете, что вы вложились намного больше, чем он вложился. Поэтому у вас на него обиды. Эта карта говорит, чтобы не обижаться, нужно вкладываться меньше. Позаботьтесь о себе, любимой. И у вас будет все хорошо. Видите, какая мощная карта, мощная энергетика, да? А теперь мы посмотрим вот 78 дверей. Какой совет вам дает высшие силы относительно этого мужчины, относительно ваших отношений? Именно совет на момент просмотра. Моих видео можно много смотреть. Они направляют вас на дорожку счастья, поэтому они всегда в кайф. И это не только не грех, это необходимость, это духовность. Поэтому именно на момент просмотра, да, какой совет вам дадут высшие силы. Вот эта карта. Карта прямая. Это девятка чаш. Это карта блаженства. Это карта исполнения желаний, во-первых. Это карта исполнения мечты. Это то, что высшие силы вам говорят. Послушай, с этим мужчиной ты будешь обязательно счастлива. Видите, что на карте изображено? Это вы счастливый человек. Неважно пол, который здесь изображается. Ковры – это символ мягкой жизни, счастливой, изобилия, кайф, удовольствия. Это все будет у вас в этих отношениях, о которых вы сейчас спрашиваете. Кайфуй.
Не зацикливайся. Живи здесь и сейчас. Получай блаженство, удовольствие от этого мгновения, в которое ты живешь. Человек несчастен тогда, когда он хочет от действительности большего, чем действительность может дать, или чего-то другого, чем действительность дает. Понимаете, о чем я говорю, да? Можно всегда в текущем моменте найти что-то хорошее. Обязательно можно. Высшая сила радуется, когда вы действительно находите в этих отношениях, в этом мужчине что-то хорошее. Вот в каждом человеке есть и хорошее, и плохое. В каждом. И можно видеть минус, а можно видеть и плюс. 9 – это полнота ваших чувств. Вы любите этого человека. Вы о нем волнуетесь, вы хотите быть с ним. Но 9 чаша – тогда, когда вы кайфуете от отношений. Только тогда, кстати, можно в близости получить удовольствие. Когда вы не ментализируете ничего, да? Не критикуете то или другое. Вообще критический ум, он очень важен. Критический ум нужен для того, чтобы в моменте ощутить, живу я в прошлом или нет. Для этого нужен критический ум. Если у вас есть какие-то клише, такие мысли, установки клише, это всегда установки из прошлого. Тогда ваш критический ум говорит, это не то, что сейчас происходит, это мое видение как бы из прошлого, да, тянется. И здесь и сейчас нужно в моменте жить, а момент не бывает плохим. В моменте всегда есть надежда на лучшее. А также будущее всегда нужно смотреть с оптимизмом и знать, что любовь прибудет. Да? Любовь прибудет, так как у апостола Павла есть. Любовь прибудет обязательно. Любовь все прощает, любит, и любовь никогда не заканчивается. Эта карта говорит о том, что он вас любит, мужчина, он хочет быть с вами. Это почти у всех проиграется, я бы сказала, вот 100% у людей, да, это вам гарантирует расклад. Он вас любит. Почему гарантирует? Потому что я доверяю правдивости карт. 9 чаш – это полнота его чувств. Совет карты – не сомневаться в этом. Не сомневаться в полноте его чувств. И мужчина вас точно любит, обожает. И с мужчиной вы обязательно будете счастливы. Вот такой замечательный расклад, девочки и мальчики. И напомним друг другу о том, что 9 чаша – это как пассаж апостола Павла, который, кстати, есть и заговор на любовь, который я вам сейчас скажу через минуту. А вообще скажу, что я вас обожаю, люблю. Всем желаю счастья, любви, всего самого лучшего, чего вы желаете себе. Приходите на мои расклады, прошлое и будущее, они всегда вам помогут, дадут дельный совет на будущее, с пользой для себя проведете время, ну а также в присутствии вашего друга преданного в моем лице. Так что я вас жду на новые и предыдущие расклады. Девочки, подписывайтесь, кто не подписан, потому что подписка ничего не стоит, но это в кайф. Приятно принадлежать к такому замечательному клубу, и это ничего не стоит вам. Поэтому, кто хочет, чтобы я работала именно для вас, подписывайтесь на канал. Я всегда смотрю для моих настоящих и будущих подписчиков только, да, естественно, потому что я очень сильно вкладываюсь в видео. Благодарю, что вы это понимаете. И вообще-то вам в кайф подписаться, это для себя вы делаете. А я сейчас скажу вам заговор на любовь, и всем желаю счастья. Любовь долго терпит. Любовь милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не превозносится. Любовь не гордится. Любовь не бесчинствует. Не ищет своего. Не раздражается. Не мыслит зла. Любовь не радуется неправде, а сострадает истине. Любовь все покрывает, всему верит, всегда надеется. Любовь все переносит. Любовь никогда не перестанет.